Друзья, всем привет, с вами я, шеф Константин Ивлев, а значит вы на Ивлев Шеф Channel. Ну что, продолжается пора очарования, а это значит что? Правильно, мы с вами переходим из одной плоскости майонезных салатов к более интересным, вкусным, ароматным блюдам. Больше, скорее всего, не будет таких нажористых блюд, а все будем делать вкусно, красиво и легко. Какие ассоциации вызывает слово аппетитка? Конечно, аппетит. Ведь именно это чувство возникает, когда ты видишь данный продукт. Сочные томаты, чесночок и пряности, восхитительный аромат и вкус. А перчик пепперони в каждой банке – это остренькое послевкусие, а как необычно выглядит. Скажу по секрету, эту закуску можно не только на хлеб положить или добавить горячей картошечки на тарелку. Я сейчас покажу, как можно использовать этот продукт для приготовления соуса для морепродуктов. Друзья мои, для вас я готовлю рагу из морепродуктов вместе с аппетиткой. Что такое рагу? Ну, конечно, это что-то такое густое, но без картофана, без капусты, без моркови, только одни морепродукты, поэтому их будет очень много. Ну и, конечно же, в рагу еще очень важно это густой соус. А здесь роль свою сыграет как раз аппетитка. И мы все равно же с вами покупаем в большей степени тот же томатный соус, тот же соус песто. Да майонез возьмите, мы же его все равно покупаем так или иначе уже готовым. Никто же не берет и не делает его у себя дома. Поэтому, друзья, кто любит всегда заниматься обсером, пожалуйста, пища вам для обсера, что Ивлев использует готовую продукцию. А всем остальным на заметку. В этой банке помимо офигенного вкусного соуса еще есть и мое изображение. Специально для вас. В данном случае лучше всего взять то, что есть в магазине. У меня в магазине были вонгули, он же морской петушок, тигровые креветки. Не забываем, что это не роскошь, а средство передвижения, а наоборот иной раз и прекрасного настроения. Ну и, конечно, кальмары. Вонгули, они уже готовы. Кстати, я их купил в замороженном виде, разморозил. И, пожалуйста, они припущены, ароматные, вкусные. И самое главное, они полные. Там мясо, как в котлетах. Тигровые креветки разморозились, я их почистил. Ну и, конечно, кальмары. Разморозились, я их почистил. Теперь идем к плите бланшировать их. Сразу открываю холодную воду. Вода у меня закипает. И поэтому я сразу сюда добавлю кальмары. Держим буквально в течение 1 минуты. Для того, чтобы этот продукт схватился, мы еще потом будем это прижаривать. И кальмары будут, не говоря уже о креветках, просто таять во рту, а не в руках. Вот, видите? Кальмаровый напальчник. И я сразу убираю в холодную воду. Достал. Опа, есть. Достал. Опа, есть. Вода, это еще пригодится, потому что в ней сейчас будем бланшировать креветки. Все то же самое. 1 минута и откидываем в холодную воду. Минута прошла. Теперь просто берем, поливаем. Вы посмотрите, да? Кальмар. Красивейший. Вы посмотрите, какая сочная, крупная, большая креветка. Что касается кальмара. Кальмар, конечно, таким вот не очень комфортно и удобно жарить именно для рагу. Поэтому я беру и нарезаю его широкими кольцами. Мне нужен, соответственно, чеснок, как всегда, мой любимый. В данном случае я вот так вот помну, еще больше ароматизировать свое рагу. Ну и, конечно, позаботиться о своем иммунитете. Репчатый лук в данном случае нарезаем мелким кубиком. Как я уже сказал, что кальмары я себе еще оставлю на другое блюдо. Туда я себе укладываю вонгули отлично. Ну и, соответственно, креветок. Вроде все есть, все, что мы любим. Чеснок, лук, креветки, вонгули, кальмар. Ну и, конечно, ресторация Обломов. Аппетитка. Все готово, поэтому беру оливковое масло, аппетитку, а теперь айда к плите. В первую очередь добавляю я оливковое масло. Разогреваем сковородку. Аромат просто сногсшибательный. Запомните, друзья мои, силикон — это помощник
быту. Теперь добавляю чеснок, ароматизирую еще больше оливковое масло чесноком. Самое главное здесь маленький секрет: не пережарить чеснок. Если вы пережарите чеснок до черноты, он даст горечь, и потом вы это ничем не сможете исправить, ни сливочным маслом, ни сахарным песком. Учитывайте то, что сковородка у вас набирает тепло и держит его, поэтому лавируйте. Прижарил чеснок. Теперь сюда добавляю репчатый лук. Готовится, если у вас есть ресторация Обломова, буквально в течение 10 минут. Вам же не надо готовить соус. Соус уже готовый там есть. Можно отварить рис, можно нажарить картофана и в прикусочку есть аппетитку. А можно эту аппетитку использовать как и допник к какому-нибудь блюду. Как в данном случае я и делаю с точки зрения, использую аппетитку в виде соуса. Прижарил репчатый лук, чтобы он был мягким, чтобы он был не ядреным. Проще говоря, до прозрачного цвета прижарим. Но тоже здесь не надо золотистый колер ему давать, но и, конечно, не надо его спаливать. Итак, репчатый лук готов. Учитывая то, что наши морепродукты все уже прошли термическую обработку, они готовы, поэтому жарить долго не надо. Просто-напросто все берем и закладываем в сковородку. Дальше идут вспомогательные друзья: соль. Но не забывайте, что аппетитка тоже, в ней есть и соль, и сахар, и многие специи. Но все равно надо усиливать. Перец. Прижарим в течение буквально 1 минуты. Мы их сейчас как бы сковородки женим. И вот теперь настало время аппетитки. Вот он, пепперони, видите? Добавляем соуса. Если вы хотите, чтобы соус был более жирный, вопросов нет. Добавьте воды. Если вы любите именно рагу густое, вот такое, чтобы туда еще хлебасиком залить, помакать, то чем больше аппетитки, тем будет вкуснее, поверьте мне. Много не надо. Все должно быть в меру. Идеально. Готово. Теперь выкладываем. Ее Величество аппетитка занимает свое почетное место. И вы посмотрите на этот цвет. Вы посмотрите. А вы не можете посмотреть на этот аромат. Поверьте мне, это очень вкусно. Кстати, кто заметил, что я ложкой по дну сковородки. Это специальные сковородки, но это уже другая история. Выложил я шикарное рагу из морепродуктов, ну и, конечно, дополнить еще небольшим количеством свежего базилика. У вас прям, я не знаю, то ли Италия, то ли Таиланд. Прям сразу ощущение, что вы где-то явно не у себя дома. Друзья мои, вот и все. 10 минут, и у вас шикарное блюдо. Рагу из морепродуктов. Не благодарите меня, благодарите аппетит.